Добрый день, уважаемые зрители. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 16 июля 2026 года я хочу подробно разобрать решение Верховной Рады Украины, принятое 1 июля 2026 года. Это закон о создании Украинского национального пантеона. На первый взгляд, это благородная и даже патриотическая инициатива, так сказать, общенациональное место памяти для людей, которые внесли значительный вклад в становление украинской государственности. Однако, при более внимательном правовом и политическом анализе возникает масса вопросов, которые требуют серьезного общественного обсуждения. Давайте начнем с контекста. Евромайдан 2013-2014 годов, которые многие из нас помнят, зарождался как широкое гражданское движение. Люди выходили не под узкоэтническими лозунгами, а за европейский выбор, против коррупции, за подписание ассоциации с ЕС, за достоинство и за нормальную европейскую жизнь. Там на Евромайдане в 2013-2014 годах были представители разных взглядов. Либералы, центристы, национал-демократы, студенты и просто возмущенные граждане. Националистический компонент присутствовал, но не определял лицо протеста. Это был именно Евромайдан, а не радикально-националистический подход. А что мы наблюдаем спустя более чем 10 лет? Государство последовательно выстраивает совершенно иной исторический и идеологический нарратив. Перезахоронение праха Андрея Мельника с участием высшего руководства, активное обсуждение возможности включения Степана Бандеры и других лидеров ОУН, акцент именно на деятелях национально-освободительного движения XX века. Новый пантеон, по сути, становится символом перехода от проевропейского плюралистического Майдана к более жесткому этно-нациоцентричному проекту. Особого внимания заслуживает анализ самого понятия «государственность Украины», которая активно используется в законе о пантеоне. Что под этим понятием понимается сегодня? С одной стороны, государственность – это объективный процесс создания и укрепления институтов государства, суверенитета, конституционного строя и международной правосубъектности. В этом смысле вклад в государственность вносили и деятели УНР 1917-1921 годов, и ученые, и дипломаты, и военные,
и современные реформаторы. С другой стороны, в текущей интерпретации это понятие все чаще сужается до этнонациональной преемственности борьбы от Киевской Руси через казачество, УНР, ОУН-УПА до сегодняшнего дня. И такой подход делает акцент не на гражданско-политической модели государства, где все граждане равны, независимо от этнического происхождения, а на этнически украинской линии. Это важный сдвиг. Если раньше, особенно на Евромайдане, государственность воспринималась как строительство современной европейской страны с сильными институтами, верховенством права и защитой прав меньшинств, то сейчас она все больше трактуется через призму национально-освободительной борьбы и этнической идентичности. Такой поворот имеет как мобилизующий эффект во время войны, так и серьезнейшие риски долгосрочного характера. Скорее всего, особую роль в формировании этого пантеона и отборе кандидатов будет играть Украинский институт национальной памяти. Именно этот институт уже долгие годы занимается формированием официальной политики памяти, декоммунизацией и интерпретацией ключевых исторических событий. Его влияние может сделать пантеон не столько общенациональным, сколько инструментом продвижения вполне конкретной исторической концепции. Мало того, из этой формируемой в кавычках национальной памяти фактически вычеркивается целый пласт древней истории. В частности, практически полностью игнорируется Великая Болгария, первое христианское государство на территории современной Украины, возникшее в VII веке. Это было мощное, раннегосударственное образование с христианскими традициями задолго до Владимирова крещения киевлян в Почайне. Замалчивание таких фактов ради выстраивания линейного украиноцентричного нарратива обедняет реальную историю и делает официальную память избирательной. С правовой точки зрения здесь возникает ряд серьезных вопросов. Во-первых, критерии отбора и конституционные принципы. Согласно статье 11 Конституции Украины, государство способствует консолидации и развитию украинской нации. Однако статья 24 прямо запрещает привилегии или ограничения по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, когда формирование пантеона явно отдает предпочтение представителям одного идеологического направления, возникает риск нарушения принципа равенства и плюрализма. Кто именно будет определять исключительный, исторически
значимый вклад. Будет ли это прозрачная комиссия с участием историков разных школ или закрытый орган, продвигающий одну версию истории? Закон этого четко не прописывает, что оставляет широкое поле для субъективных решений. Во-вторых, международные обязательства Украины как государство, которое стремится к членству в Европейском Союзе. Украина взяла на себя обязательства по соблюдению европейских стандартов в сфере прав человека, исторической памяти и борьбы с разжиганием ненависти. Резолюции ПАСЕ, рекомендации ООН и европейские практики подчеркивают важность примирения и инклюзивной памяти, особенно в вопросах, связанных с трагическими страницами Второй мировой войны. Обострение отношений с Польшей в связи с этим проектом – это не просто дипломатический инцидент. Это прямое влияние на выполнение международных обязательств в рамках Совета Европы и будущего взаимодействия с ЕС. Когда мы говорим о европейском пути, мы не можем игнорировать, что наши партнеры воспринимают героизацию отдельных фигур как проблемную. В-третьих, внутреннее единство общества. Украина – многосоставная страна с разным историческим опытом на Западе, в центре, на юге и востоке. Официальная государственная политика памяти, которая становится откровенно этноцентричной, рискует оттолкнуть значительную часть граждан, которые поддерживали Евромайдан именно как европейский, а не узконационалистический проект. Вместо консолидации мы можем получить углубление внутренних разделений. История показывает, что попытки навязать единственно верную версию прошлого редко заканчиваются укреплением государства. Я ни в коем случае не выступаю против памяти о борцах за независимость. Каждый народ имеет полное право чтить своих героев. Однако, когда этот процесс превращается в государственную идеологию одного направления, когда он проводится в условиях войны и используется для текущей политики, возникает серьезный риск создания новой официальной истории, где нет места для дискуссий и альтернативных взглядов. Мы уже проходили подобное в советское время, когда одна идеология вытесняла все остальные. Хочется верить, что новый пантеон не станет украинским вариантом такого подхода, а останется местом, которое действительно объединяет, а не разделяет. Я буду внимательно следить за дальнейшей реализацией этого закона, кто войдет в пантеон, по каким критериям, как будет обеспечена прозрачность. Если у вас есть собственное мнение по этой теме, обязательно пишите в комментариях. Давайте обсуждать такие важные вопросы спокойно, аргументированно, без перехода на личности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если считаете, что правовой анализ подобных инициатив необходим. С вами был юрист Валерий Табаков. Берегите себя, оставайтесь на стороне закона и
здравого смысла. До новых встреч!